your friends, your hero, your romance. You hold our destiny inside your hands. Всем привет, друзья! Мы все ждали этого дня 8 долгих лет. И вот 7 марта состоялась премьера новой песни Димаша Кудайбергена. Трек Love's Not Over Yet появился на музыкальных платформах, а на YouTube-канале артиста зрители увидели эмоциональную историю, ожившую через музыку и пронзительный видеоряд. Певец опубликовал пост: «Дорогие, мой долгожданный клип Love's Not Over Yet уже доступен на YouTube. Мне очень нравится читать ваши комментарии. Спасибо всем, кто присоединился к премьере. Надеюсь, вам понравится». Конец цитаты. Родители артиста опубликовали видео, где мы видим рекламные показы фрагментов клипа на здание города. Итак, кто выступил автором сценария, как возникла идея создать несколько частей фильма, где проходили съемки, редакции Димаш Ньюс рассказали режиссер клипа Галым Асылов и линейный продюсер Жанибек Гусманов. Как возникла идея сценария, она была навеяна в самой песне или наоборот, под давнюю задумку сценария удачно подошел новый трек, отвечает Галым. Автором данной истории является Димаш. Когда мы начали обсуждать, какой сюжет можно снять на эту песню, он прямо на лету, слушая трек, начал придумывать историю. Мы подхватили, доработали и написали сценарий на основе его идеи. Вопрос. Снимая такую большую историю, вы всегда следуете сценарию? Каждый кадр прописан или есть место импровизации, изменения сюжета? Ответ Жанибека. Мы стараемся придерживаться сюжета, по которому была проведена подготовка. Каждое изменение сценария во время съемок чревато затратой времени, поэтому мы стараемся заранее максимально предвидеть все нюансы, которые могут возникнуть, отвечает Галым. Да, конечно, в любой творческой работе бывают импровизации, но это касается не самой сюжетной линии, а выбора определенных кадров, ракурсов. Следующий вопрос. В клипе очень удачно подобраны актеры. Мальчик и девочка, персонажи в детстве очень похожи на взрослых главных героев. Как проходил кастинг актера, на какую роль было сложнее всего подобрать? Димаш сам принимал участие в выборе? Ответ Жанибека. Да, кастинг занял немало времени. Димаш принимал участие в утверждении основных героев. Думаю, сложнее всего было найти главную героиню, отвечает Галым. За Димашем всегда последнее слово. Он утверждает актеров на основные роли. Мы проводили большой кастинг, прослушивали и просмотрели очень много детей. Это было сложно, но в итоге мы удачно подобрали мальчика и девочку, которые хорошо справились со своей задачей. Не знаю, как думает сам Димаш, но мне кажется, герой в детстве очень на него похож. Вопрос следующий. Съемки детского периода истории проходили в частной школе имени Шокана Уалиханова. Участники школы принимали участие в съемках, были актерами массовки, может, даже сыграли какие-то роли? Ответ Жанибека. Хотелось бы выразить огромную благодарность руководству школы. Да, в сценах, связанных со школой, играли в основном их ученики. Продолжает Галым. Учащиеся школы были не просто массовкой, а играли ключевых персонажей, в том числе хулиганов, которые выступали в потасовку с молодым главным героем.
Они очень талантливые, удивили нас хорошими актерскими данными, своей органикой в кадре. Следующий вопрос. В романтической линии сюжета от первой встречи до кольца от Тиффани и дальше особую роль играет тюльпан, который появляется в самом начале в руках маленького героя и проходит транзитом через всю историю. Чья это идея? Что символизирует этот цветок? Ответ Галыма. Тюльпан символизирует заботу и любовь. Насколько я помню, тюльпан тоже был идеей Димаша. Следующий вопрос. Маленькая главная героиня оказала помощь новому другу, он вступился за нее, а потом это все переросло во взрослую любовь. И взрослая героиня, когда летит в самолете, читает книгу о садоводстве тюльпаны. Это важный знак именно для них двоих, для истории главных героев. Тюльпаны дальше будет служить символом фильма. Но это пока маленький секрет. Увидите в следующей части. Вопрос. Как было принято решение создать такой нестандартный тизер? По сути, он не является нарезкой кадров клипа, а приподнимает занавес сюжета, показывая моменты, следующие за основными событиями фильма. Отвечает Галым. Мы посчитали, что кадры, где герой выглядит в некоем другом амплуа, заинтригует зрителя и заставит задуматься о том, что произошло в клипе, размышлять, будет в целом хэппи-энд или нет. Следующий вопрос. Профессия главного героя – строитель или архитектор? Димаш сам выбрал этот вид деятельности для своего персонажа. Ответ Галыма. Димаш хотел выбрать профессию главного героя максимально не похожую на его основной музыкальный вид деятельности. Строительство хорошо подошло для этой цели. Вопрос. В каких локациях проходили съемки? В каком городе? Главным местом, где разворачиваются события, стал самолет. Такие съемки – трудоемкий процесс. Ответ Женебека. Съемки проходили в Алматы, в разных локациях и районах города. Продолжает Галым. Локации послужили школа имени Шокана Уалиханова, коттеджный поселок Тау-Самал, жилой комплекс Эверест. Конечно, были студийные съемки с использованием LED-экранов и множество разных небольших локаций. Самой сложной большой задачей были съемки в самолете. Пространство ограничено, движения скованы, но мы постарались сделать все, чтобы сцены выглядели максимально правдоподобно. Вопрос. Сколько по времени заняли сами съемки, как долго шла работа по монтажу и последующим процессам создания видео? Сколько человек было занято в этой работе? Жанибек. Сами съемки проходили в течение 4-5 смен, плюс подготовка около 1,5 месяца. Монтажно-тренировочный период и графика заняли порядка 4-5 месяцев, если не больше. В создании клипа было задействовано около 100 человек. Галым. Во время монтажного периода, спустя пару месяцев от начала, было принято креативное решение создать двухсерийный музыкальный клип, так как сама история Димаша не вмещалась в одну музыкальную композицию. Вопрос. Вы не в первый раз работаете с Димашем. Известно, что он всегда старается вникать во все этапы творческого процесса. Как вы находите баланс между его задумками и вашими возможностями? Ответ Галыма. Все решаемо, все выполнимо. Я считаю, что нет преград в этом. Я максимально стараюсь поддержать Димаша. И в будущем мы будем только развиваться и расти. Следующий вопрос. Какой основной месседж у этой непростой истории, где роковое стечение обстоятельств приводит к крушению надежд на счастье? Галым, я считаю, что основная мысль в том, что искренняя, честная любовь способна пройти любые испытания, даже самые тяжелые.
Истинная любовь всегда будет жить, несмотря ни на что. Конец цитаты. Вот так непросто проходили съемки нового клипа. Друзья, вы прослушали обзор от Димаш Ньюс. С вами был Петр Грик. Спасибо за ваши милые комментарии. Всем счастья и здоровья. Подписывайтесь на канал. До следующих встреч. Could be your prince, your hero, your romance. You hold our destiny inside your hand.